Всем привет, друзья! Вы на канале Lex Game, и сегодня я делаю этот видеоролик, чтобы показать настройки, так сказать, разобраться в настройках, потому что многие пишут, спрашивают по поводу настроек общих, настроек геймплея, настройки угла обзора, настройки графики. К сожалению, друзья, я вам не могу этого показать, потому что я играю с PlayStation 5, здесь все автоматом выстраивается, так что, к сожалению, я вам не смогу показать это. Ну что, давайте приступим. Заходим в параметры. Так, общие. Смотрим. Общая кросс-платформа у меня включена. Ну, я не знаю, это все в зависимости от вашего вкуса. Если хотите, можете выключить. Хотите, можете оставить. Здесь на любителя. Подсказки управления у меня, да, стоит, чтобы, ну, так сказать, если ты там, грубо говоря, давно не заходил в игру и какие-то подсказки есть, лучше включить. Ну, это опять же зависит от любителя. Активные подсказки здесь у меня тоже включено все. Сведения общего пользования здесь тоже все включено. Показать созданный игроками контент тоже показывает, тоже разрешено. Разрешить подписчиков, ну, тут у меня тоже да, но это в зависимости, если вы с друзьями играете, наверное, скорее всего, это так. Показать тип опыта на сервере, ну, здесь тоже да, и постоянные сервера здесь тоже да. Здесь, в принципе, у меня все стоит по дефолту. Поехали дальше. Сеть. Поверх всех окон у меня отключена, то есть это показатель виджета сети поверх всех окон. У меня отключены. Я не знаю, на что она влияет, я как бы, то есть, ну, смотрите сами. Прозрачный фон у меня 10 стоит, я не помню, это, по-моему, тоже по дефолту у меня стоит. Горизонтальное положение у меня 100%, вертикальное 70%, это тоже все стандартное стоит. Показывает статус производительности сети. Здесь, ребята, у меня стоит спрятать. Ну, если вы хотите, если вам интересно, то можете постоянно, либо в случае проблем что-то может вылазить. Вот. То есть вот здесь, ну, я, наверное, думаю, то, что вы все люди умные, с правой стороны здесь написано, что именно. Но это в случае, если там, я не знаю, некоторые стримеры, такие же, как и я, чтобы показывал постоянно, но у меня стоит все спрятать. Показ графика производительности у меня тоже стоит спрятано. Но вы можете также включить ее в случае проблем, либо на постоянной основе. Здесь, я думаю, тоже углубляться ни во что не будем. Поехали дальше. Показать журнал повреждений. Здесь у меня стоит нет. Ну, я не знаю, как бы мне чем, так сказать, мне чем меньше на экране чего-то либо, тем мне удобнее, потому что это отвлекание, это непонятное что, то есть мне как бы и так все очень комфортно. Показать график событий. Здесь тоже какой-то график непонятный, у меня он тоже выключен, это опять же лишнее, все, ну вот это вот на экране, это все отвлекание. Я понимаю, если вот включить, грубо, вот эти два показателя, показать статус сети, если у вас там, грубо говоря, ну, не особо быстрый, так сказать, скоростной интернет, и показать скорость производительности. Это вот, в принципе, все одно и то же. Если вам это интересно, если вам это нравится, включайте. То есть, опять же, здесь все зависит на любителя, как вы хотите. Поехали дальше. Дисплей. Вот, самый интересный. Угол обзора у меня стоит 89. 89. Вы спросите, почему? Ну, мне почему-то так удобнее. Вот, грубо говоря, если мы сейчас выкрутим ее на 100, вот вы сами видите внутри картинки, то есть это угол обзора. Угол вашего обзора. То есть, если вам удобно, можете на максималку поставить. Максимальная здесь 105. Ну, мне, в принципе, удобнее. Сколько у меня там стояло? 89. Да, 89 у меня стояло. Вот. Это, в принципе, для меня комфортно играется. То есть я все вижу по бокам. В принципе, здесь ничего такого сложного нет. Это, опять же, все зависит от вас. Если вы хотите максимально комфортно видеть по углам вашего монитора противник откуда-то бежит, то у меня вот такой стоит 89.
Угол обзора третьего лица при управлении техникой. Ну, здесь, в принципе, я не знаю. Я в основном здесь техникой не пользуюсь. Как бы, ну, для меня техника, это, я не знаю, там, играть в какие-то другие совсем игры, где сюжетные линии есть. Для меня здесь 60 стоит, и как бы мне комфортно. Я очень редко езжу на технике. А угол обзора прицел. Вот смотрите, ребята. То есть, в принципе, вот здесь я тоже ничего такого колоссального не заметил. Вот смотрите, у меня сейчас пока стоит «да». То есть, если эта данная функция включена, увеличение прицела будет соотноситься со значением угла обзора, выбранный игроком. То есть, это получается, какой вы поставили угол обзора, вот это вот, такой у вас и будет отображаться в прицеле. Если выключено, увеличение будет соответствовать стандартным значениям угла обзора. Честно могу сказать, вот в принципе я ничего не заметил. Давайте я вам сейчас покажу. Вот у меня сейчас стоит угол обзора прицел «да». То есть это означает то, что мои характеристики угла обзора, которые я поставил 89, будут соответствовать с углом прицела. Вот давайте посмотрим. Вот смотрите, грубо говоря, ну на что навестись? Ну я не знаю, вот давайте на самолет наведемся, да, вот он. Вот. Вот смотрим на самолет, как летит. И теперь смотрим, если я его отключу. Вот, смотрите. Вот видите, он стал ближе. Либо самолет близко подлетел. Но не суть. Ну вот давайте начнем. Вот туда, вот на тот кран посмотрим. Вот смотрите, видите? Вот. Еще раз показываю. Вот. Засекли, так сказать. Вот смотрите, теперь сейчас мы ее отключим. Ну вот смотрите, в принципе, я ничего такого здесь глобального не увидел. То есть, если вы привыкли к какому-то определенному, то есть к какому-то своему углу обзора, то тогда лучше вам настроить угол обзора, какой вам нужен, и уже включить эту функцию. Ну, надеюсь, я здесь понятно всем все объяснил. Поехали дальше. Ну, яркость здесь 50%, это опять на ваш вкус и цвет. Сколько можете сами ставить. Калибровка HDR, к сожалению, я не знаю, почему-то она у меня не работает. Размытие при движении. Вот здесь у меня стоит 0. Почему стоит 0? Потому что во время бега, грубо говоря, если вы бежите, то по бокам, если будет на вас бежать враг, вы его просто-напросто не увидите. Вот смотрите, вот я бегу, то есть у меня все четкая картинка. Вот смотрите, теперь мы поставим размытие, ну я не знаю, давайте на 100% его выставим. Вот, выставляем мы его на 100%. Вот выставили, все, да? И теперь побежали. Ну, опять же таки... Ну, по крайней мере, как я так думаю, то, что это должно быть. А как на самом деле, я почему-то не вижу, что здесь какое-то по бокам размытие идет. Вот честно могу сказать. Ну, хотя, может быть, есть какое-то небольшое, не знаю. Может быть. Ну, в моем понятии это именно так. То есть, когда ты бежишь, у тебя размытие идет. То есть, ты не видишь, там, грубо говоря, того же самого врага, который на тебя. То есть в моем случае я лучше всего это выключил. Вот и все. Поехали дальше. Хроматическая аберрация. Ребята, вот честно, вот здесь у меня все стоит по дефолту. То есть вот это отключено. И я проверял, и в принципе, ну, никаких, ну, может быть, какие-то там, ну, я не знаю, цвета меняются в этом, но я ничего такого прям колоссального, прям, чтобы сказать, вау, да, это реально есть, это реально интересно, я буду с этим играть. Нет, у меня такого не произошло. Вот просто давайте посмотрим. Вот у меня она сейчас включена, да? Вот. Ну, в принципе, я говорю, я ничего такого не заметил. Вот просто-напросто ничего. Вот. Вот давайте я теперь ее отключу. Ну, я не знаю, может вы на видео это увидите, посмотрите, но я, в принципе, ничего такого не заметил, прям колоссального. Так, что, друзья, поехали дальше. Виньетка.
Виньетка тоже, в принципе, ничего такого колоссального не дает. Вот, вот, вот сейчас сами видите, да? Ну, не знаю, может быть, какие-то там, опять же, там, я не знаю. Ну, в принципе, для меня ничего такого колоссального не поменялось, в принципе, в игре. Ну, я имею в виду, то есть в графике игры. Ничего такого. Ну что, друзья, давайте переходим дальше. Интерфейс. Так, сейчас я наверх перемотаю. Отображение интерфейса. Да. Подсказывать... показывать подсказки в интерфейсе. Да. Подсказки управления. Да. Активные подсказки. Да. Продвижность интерфейса. Да. Показывать место в технике. Да. Компас бойца всегда включен. Уровень тряски камеры. Ну, это когда вы... Настройте колебания от взрывов. Ну, это, наверное, ну да, как от взрывов. Если вы там едете на машине, на технике, на какой-то. То есть я, грубо говоря, здесь... Ну, если вы хотите полностью, конечно, погрузиться прям в эту игру, то можете выкрутить, конечно, на 100. Ну, я не знаю, 50% для меня, в принципе, нормально. Тем более я говорил уже то, что я не особо техникой езжу здесь. Нечувствительность к цвету, ну, это, наверное, для людей, кто страдает дальтонизмом. Вот. У меня здесь, в принципе, все так же стоит по дефолту. Чат тут все опять, ребята, можете спрятать при активации, показывать. Это если вы там с друзьями, у кого-то, может, нет микрофона, он пишет в чат. Вот. Непрозрачность фона чата. Здесь все, наверное, понятно. Показывать убийство, отряд и окружение. Здесь еще стоит просто отряд, либо все. Но у меня стоит отряд и окружение. То есть это показывает убийство, кого убили, где убили, определенные виды убийств. То есть, ну, в принципе, здесь вот у меня стоит по дефолту отряд и окружение. Поехали дальше. Масштаб окна общей информации. У меня стоит здесь 100. Вот. У меня стоит здесь 100. Здесь, по-моему, тоже у меня стоит все на стандарте. Если не ошибаюсь. Общей информации. Ну, это, наверное, там, может, кто-то страдает плохим зрением, может прибавить. Масштаб окна об игроке. Здесь тоже 100. Масштаб окна информации о пассажирах тоже 100. Масштаб окна персональной статистики тоже 100. Ну, здесь, в принципе, все у меня стоит по дефолту. Масштаб окна, горизонтальность отступа интерфейса. Вот здесь, ребята, у меня стоит 0. Почему у меня стоит здесь 0? Потому что, ну, если вы поставите на 100, то ваш вот этот интерфейс, который по бокам, слева карта, справа оружие ваше, вот, оно переместится, ну, я бы не сказал, что прям там, прям в центр переместится, да, но чуть-чуть сместится. То есть, если вам так удобно, то можете, конечно, выставить на 100 там или на 50, но у меня все 0 стоит, потому что, ну, чтобы по краям, чтобы мне было комфортно играть. То есть, ну, расположение я вижу, все, мне больше, в принципе, ничего не надо. Так, прицел. Прицел, непрозрачность прицела у меня стоит 100. Непрозрачность контура прицела у меня тоже стоит 100. Ну, если вы понимаете, ну, я думаю, вы понимаете, про что это. Непрозрачность прицела и непрозрачность контура прицела. То есть, непрозрачный прицел — это вот точечка посередине. И она должна быть на 100%. Потому что если есть в этой игре зимние локации, и будет очень плохо видно, если вы ее там на 50% сделаете или на сколько-то меньше. Вот. Лучше всего на 100% поставить, чтобы лучше было видно. Непрозрачность контура курсора, ну, у меня стоит 50%. То есть это вот эти вот по бокам, так сказать, точки, ну, не стрелочки, палочки, так сказать, что ли. Вот. Здесь у меня стоит 50%. Ну, вы также можете выкрутить на 100. Это, опять я говорю, все зависит от любителя. Цвет прицела здесь на ваш вкус, какой вам. Друзья, хочу вам представить нашего партнера. Это Steam Dom. Это умный Telegram-бот, который может быстро и своевременно пополнить ваш Steam кошелек, чтобы в дальнейшем вы покупали свои любимые игры. Пишите ему, дальше все делайте, как он вам говорит.
Пополнение происходит с помощью банковских карточек. Всем, друзья, спасибо, а мы продолжаем. Ну что, друзья, продолжаем. Дальше, проекция прицела, значит, у меня стоит «да». При включении прицела проектируется, что может снизить ощущение укачивания, взимая определенным движением камеры, при этом прицел фокусируется на том месте игрового мира, куда целится игрок. При отключении прицел статично всегда находится в центре экрана. Ну, для меня стоит «да», это по дефолту все стоит, то есть вы можете отключить его, давайте посмотрим. У меня сейчас она включена, да? Вот, смотрим. То есть у меня по центру экрана она стоит. Если мы его... Почему сбросилось? Что за беда? Что такое? Что случилось? Если мы его отключаем, то... Ага, так, а если мы вот так вот сейчас попробуем? Я просто, ну, так сильно не углублялся в эти настроечки. Смотрим так. Ну, в принципе, я не знаю, что это. Ну, в моем понятии, то есть... Это проекция прицела, то есть при включении проецируется, нет такого укачивания. Ну, у меня по дефолту стоит «да». Вот, поехали дальше. Непрозрачность индикатора попадания. У меня стоит 100%. Это, опять же, все стоит по стандарту. Цвет попадания у меня стоит синий. Показывать тип урона, да. Ну, то есть, если вы попали, вы будете видеть. Если вы не хотите этого, ну, большинство игроков, ну, я не знаю, в том числе и я, также... У меня она включена, чтобы мне проще было видеть, куда я попадаю. Если просто отключить, ну, я не знаю, вот, видите, дальше вот поехали. Цвет попадания в голову. То есть, если вы отключите показать тип урона, то есть, вы не будете видеть, куда вы попали, в грудь там, или в ногу, или куда-то еще. Если вы попали в голову, это будет видно. Цвет убийства, ну, опять же, я говорю, ребят, все здесь зависит от вашего. Если хотите другой цвет, поставьте другой цвет. Цвет убийства вот у меня такой стоит. Индикатор пробития брони. Да, это также облегчает, так сказать, если вы видите то, что вы попали по сопернику и вы снесли у него бронь, то вам будет это показано. Ну, если нет, ну, я не знаю, ребят. Если вы отключите, некоторые игроки, может, отключают это, ну, может, для хардкорности, так сказать, я фиг его знает. Цвет индикатор попадания в технику. Здесь, опять же, то же самое, все... Как хотите, цвет любой сами выбирайте. Цвет урона бойца, вот у меня такой стоит. Толщина урона бойца широкая. Индикатор урона бойца. То есть, ну, чтобы было видно, грубо говоря, если ты стреляешь с той же снайперской винтовки, тебе намного проще будет видно, нежели ты поставишь тонкую. Ты будешь видеть и понимать, попал ли ты в него или не попал. Цвет урона техники, опять же таки, на свой вкус и цвет. И толщина индикатора урона техники. Ну, я думаю, здесь все понятно. Поехали дальше. Мини-карта. Вращение с обзором. Да. Чтобы вам проще, так сказать, было ориентироваться на мини-карте, куда вы именно бежите. Также дистанция обзора мини-карты по умолчанию у меня стоит авто. Обзор мини-карты. Ну, в принципе, ребят, здесь у меня все стоит по дефолту. Я не буду сейчас куда-то сильно углубляться. Вот. Угол обзора близко. Здесь тоже наземная техника 100. Обзор мини-карты легко 150. Непрозрачность карты значков мини-карты 100. Непрозрачность здесь, ребят, это как бы влияет на мини-карту. То есть, если вы хотите, можете здесь сами что-то изменить. Что-то, так сказать... посмотреть, может вам так будет проще, может непрозрачный текстур мини-карты вы там 100 выставите, то есть здесь как бы у меня все стоит по стандарту. Непрозрачный текстур большой карты, здесь у меня 85, непрозрачный большой карты 85, ну и здесь в принципе все, текстура единиц границы поля боя большой карты, здесь у меня стоит да, то есть это показывает штриховку индикатор границ поля боя при открытой карте. Ну, здесь как бы все, наверное, понятно для всех. Поехали дальше. Прозрачность значков во время прицеливания. Размер периферической зоны прозрачности значков. Здесь у меня стоит тоже 50. Все по дефолту. Масштаб центра прозрачности значков 10. Периферийная зона прозрачности значков 100. Прозрачность значков в центре. Ну, ребята, здесь, я говорю, здесь у меня все, в принципе. Я в основном делаю акцент это на контроллер и на, так сказать, на саму картинку.
как бы другие меня там не интересуют. Ну, я могу максимум, может, цвет просто поменять, там, я не знаю, попадание чего-то. Вот, здесь у меня все также стоит по дефолту. Значки отряда можете сами здесь посмотреть. Значки противников здесь у меня стоит все, я говорю еще раз, по дефолту, по стандарту, так сказать. Ну что, друзья, поехали дальше. Звук. Звук у меня стоит общая громкость 50, потому что я иногда стримлю эту игру, но уже давно в нее не играл, не стримил точнее. Вот. Чтобы было слышно меня и слышно, так сказать, звук игры, и чтобы там не было такого, так сказать, пересечения, что громко игру слышно, меня мало слышно, точнее тихо. Громкость музыки 65, ну здесь все в зависимости от вашего, так сказать. Если вы играете там в наушниках, можете больше громкости поставить. Здесь все от вас зависит. Громкость комментариев в игре. Конфигурация настройки звуки стерео стоит, звуковой микс 3D наушники, но это все там можете сами выбрать. Боевые записи, здесь все, что в вашей душе. Индикатор попадания выключен, либо 2042 Battlefield. Выберите звук попадания или без звука. Музыка для внутриигрового радио, она у меня включена. Ну, голосовой чат здесь у меня отключен он. Канал голосового чата группа, громкость 50, микрофон понятно, и здесь все понятно. Ну, по плане субтитров здесь можете сами отключить, либо включить. Размер субтитров нормальный, то есть это все в зависимости от вас. Опять уже вы можете под себя настроить, как вы сами именно хотите. Контур субтитров нет, прозрачность фона субтитров понятно. Ну что, переходим дальше. Раскладка контроллера. У меня стоит по умолчанию. Вот, стоит по умолчанию. Но кнопки у меня стоят выборочно. Почему? Потому что, ребята, многие, в том числе и я, перешли на раскладку L1, R1. Почему? Объясню вам. Потому что здесь менее, так сказать, отклик, точнее, практически нулевой. То есть ты нажал, и она сразу прицелилась. Вот. Что еще подсказать? Ну, дальше я буду уже более глобально вам рассказывать в плане этого. Управление здесь по умолчанию, кнопки по умолчанию. Здесь тоже транспортная техника по умолчанию, воздушное судно по умолчанию, кнопки по умолчанию, вертолет и стрелок, все дальше. Глобальная, здесь инверсия по вертикалям, здесь выборочно, ну, в принципе, здесь все стоит по дефолту. Вибрация контроллера у меня отключена. Ну, если вы для большего ощущения, так сказать, хотите, можете ее включить, но не забывайте то, что геймпад быстро разряжается, так сказать. Поехали дальше. Вот, переходим к самому главному, извиняюсь. Чувствительность прицела бойца. У меня стоит 55. Вот смотрите, 55. Запомнили? Вот теперь смотрим. То есть вот я до конца курок, точнее правый джойстик, да, до конца кручу. Вот вы видите. Вот так вот прицеливаемся. Вот если мы его убавляем вообще в ноль, то вот я до конца начинаю его крутить, и вот вы сами видите, какая чувствительность. То есть у меня как бы не расшатанные, так сказать, джойстики еще. Это я до конца. То есть, ну, если у вас есть какой-то люфт уже в ваших джойстиках, то здесь вам все надо смотреть и подстраивать под себя. Для нового, грубо говоря, джойстика 55, ну, я думаю, это нормально. Инверсия обзора по вертикалям пехоты у меня отключена. Угол обзора также здесь вот стоит 89. Я не знаю, для чего разрабы Battlefield так много сюда впихали вот этих вот настроек непонятных, я не знаю. Угол обзора прицел у меня, да. Но это вот то же самое, что мы с начала видеоролика смотрели. Помощь прицеливания 100%, захват приближения 100%, перемещение, рывок, нажать, ну это все в зависимости от вас. Если вам удобно, можете удерживать. Двойной нажатель рывка нет, здесь также автоматически можно поставить, но это все зависит от вас. Рывок L3 у меня стоит, то есть нажатие на него. Перепрыгивание во время рывка нет. Бег по пересеченной местности всегда нет. Приближение, прицеление с приближением боец, удерживать. То есть это вот, грубо говоря, та же самая кнопка L1 либо
L2, на что вы играете. Приближение, вот L1. Стабилизация прицела удерживать, это R3, ой, L3. Чувствительность прицела в ближении 50%. У меня здесь, по-моему, если я не ошибаюсь, стоит по дефолту. То есть 50% оно, по-моему, так и стояло, если я не ошибаюсь. Вот. Но если нет, напишите в комментариях, какая она там стоит по стандарту. Автоматический парашют. Парашют при возрождении здесь да. Автобросок гранат это нет. Это, ну вы сами, наверное, понимаете, чтобы вам лишний раз не кинуть автоматом гранату. Процесс оживления, переключения, запрос пропуска оживления, удерживания, помещение местами кнопок на CS5. Здесь так, ускорение вот влево-вправо. Ускорение прицеливаем влево-вправо. То есть, что это получается? Выберите степень уклонения, с которой будете перемещаться метким прицелом при максимальном отклонении. Если хотите, чтобы это ускорение отсутствовало, как Battlefield 4, установите значение 0. При прицеливании с предельным ускорением, как Battlefield, укажите 100. При прицеливании с приближением такого ускорения не используется, если на задействованном прицеливании бойца с стандартной чувствительностью. У меня, в принципе, стандартная чувствительность. Ой, я вам говорю, то есть у меня как бы нет люфтов ни на левом, ни на правом джойстике. Курсорчиков, так сказать. Ну, вы поняли. Смещение по вертикали в прицеливании 48. Смещение по вертикали. Ну, вот смотрите. Изменение соответствующей горизонтального перемещения при использовании солдат. При 100% прицел перемещается на одинаковом расстоянии по вертикали и горизонтали. При низких значениях степень вертикального перемещения снижается, что позволяет целиться точнее. Если значение близко к 100, степень смещения по вертикали и горизонтали будет схожей. Ну, я здесь как бы в такие глобальные настройки еще не залазил. Ну, в принципе, вот 48 у меня стоит по вертикали в приближении. И тут смещение по вертикали в приближении 80. Для меня, в принципе, это нормально. Стандартная чувствительность прицела бойца. У меня здесь стоит нет. Ну, вы можете поставить да. Почему? Ну, тут видите, как написано. При этом предпринимается попытку усердить постепенное перемещение прицела в двухмерном экранном пространстве, независимо от параметров угла обзора и масштаба. Ну, я тоже это не проверял, но я думаю, что это особо ни на что так и не влияет. Если, я вам, ребят, еще говорю, если вы настраиваете под себя настройки угол обзора, чувствительность и это все, ну вот это вам уже в принципе будет не надо. Дальше поехали. Коэффициент у меня здесь стандартный стоит, сглаживание чувствительности приближения, да. Ну то есть вы сами понимаете, то есть если вы прицеливаетесь, у вас по бокам будет размывчато, а в самом прицеле будет четкость. Если нет, то, ну, я не знаю, вы прям какие-то гении. Чувствительность прицела в приближении X1 100, в X25 100. Здесь, в принципе, у меня все по 100 стоит. Вот, здесь я ничего такого не менял. Ну, технику, я думаю, вам не интересно будет. Ну, смотрите сами. Здесь у меня тоже все стоит по дефолту. То есть ничего здесь я такого с техникой не делал. Ну и настройки контроллера. Вот смотрите, вибрация у меня отключена. Центральная мертвая зона. Вот что я хотел вам сказать. Левый джойстик контроллера. Установить чувствительность при низком значении требуется меньше отклонений. То есть, если у вас новый прям джойстик, ну, нет люфта в нем, да? Нет вот в этих. Нету люфта, то ставите 4. Если у вас есть какой-то люфт, уже появился на вашем геймпаде, да, вот, то вам здесь надо уже играть с чувствительностью мертвых зон. Если стандартный джойстик, ну, если стандартный геймпад и нет в нем люфта, то вот такие вот у меня настройки стоят. Мертвая зона 4, осевая мертвая зона 15, максимальный порог срабатывания 100. Также и с правый джойстик контроллера. Здесь тоже идентичные практически стоят характеристики. Вот что я говорил. Если, ребята, кто-то играет на L2, R2 стреляет, то вам здесь надо мертвые зоны убирать, чтобы срабатывание было как на кнопочках L1, R1. Ну, в принципе, я уже привык, просто я уже не буду
так сказать, перекидывать их на стандартный, на L2, R2. Здесь вы также можете вот мертвые зоны свои сделать. Убавляете мертвую зону L2 на 0, максимальный порог срабатывания 5. А мертвая зона R2 тоже 0 и максимальное срабатывание 5. Вот, в принципе, чтобы максимально, так сказать, начать стрелять и начать прицеливаться, чтобы не было вот это вот задержки какой-то небольшой. Ну, вы сами понимаете, если вы играете в кооперативные игры, то кто быстрее прицелится, кто быстрее выстрелит, тот и победил, так сказать. А если соперник быстрее все это сделал, значит, он победил. Вот так могу сказать, ребят. Ну что, в принципе, на этом такие вот мои настроечки закончились. Если кому-то было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И всего вам хорошего, ребята. Давайте. Здоровья вам. Пока.